Товарищ Верховный Главнокомандующий, уходящий год вместил в себя большое количество масштабных событий, связанных с безопасностью Российской Федерации. Отмечалось расширение характера и географии вызовов для нашей страны, возрастание роли военной силы в международных отношениях. Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом терроризмом НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ. Под этим предлогом на 26 миллиардов долларов увеличен военный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов. Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть 4 усиленные батальонные тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России. За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в 3 раза, а на юго-западе России в 8 раз. Для сравнения, в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х – 298, в этом году их насчитывается уже 852. Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике. В 1,5 раза увеличилась общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем любые попытки нарушить российские морские границы. НАТО в 2 раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность. Например, в Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны. Ни одно из учений иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах. Результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск. Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Ее элементы также развиваются в Японии, а в будущем году и в Южной Корее. Универсальность пусковых установок МК-41 системы ПРО позволяет скрытно, после небольшой доработки, разместить в них крылатые ракеты «Томахок». Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц с дальностью действия до 2400 километров. Подлетное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут. Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное вами, Владимир Владимирович, выполнено. В Соединенных Штатах Америки реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе. Это порядка 200 обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Эти действия создают дополнительные риски для России, на которые мы не можем не реагировать. Важно отметить, что вооруженные силы не втягиваются в гонку вооружений, а планомерно выполняют программу перевооружения армии и флота, принятую в 2012 году. В соответствии с утвержденными планами продолжено строительство вооруженных сил, повышено их качественное состояние, укомплектованность личным составом доведена до 93%. Численность военнослужащих по контракту увеличена до 384 тысяч человек. Впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным. Значительно повысился уровень подготовки военнослужащих, боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава воздушно-космических сил России. Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок. Из них более 96% в постоянной готовности к немедленному пуску.
На боевое дежурство заступили 4 ракетных полка, оснащенных комплексом ЯРС стационарного и подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились 4 модернизированными самолетами, 2 Ту-160 и 2 Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Владимир Мономах». В вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь 60% уровня оснащения ядерной триады современным вооружением. Увеличен боевой потенциал сил общего назначения. В сухопутных войсках сформировано 9 соединений, в том числе 4 мотострелковые и 1 танковая дивизия. В войска поступило 2930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще 2 ракетные бригады, 2 зенитно-ракетные бригады и 2 зенитно-ракетных полка, 1 бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, 3 артиллерийских дивизиона. Уровень оснащенности сухопутных войск современным вооружением составил 42%. Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппаратов, еще 4 зенитно-ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Кроме того, в войска поставлено 25 боевых машин зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» и 74 радиолокационные станции. Доля современных образцов вооружения в воздушно-космических силах доведена до 66%, а исправность авиации – 62%. Успешно завершились государственные испытания 3 новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж» в Орске, Барнауле и Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Проведена доработка 3 действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологий высокой заводской готовности. Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет. Вооруженные силы в этом году поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов. Для сравнения, в 2011 году в вооруженных силах было только 180 устаревших систем. Интенсивность полетов беспилотной авиации по сравнению с прошлым годом возросла в 1,5 раза. В состав военно-морского флота введено 24 надводных корабля и судно обеспечения, а также 2 многоцелевые подводные лодки. Оснащенность военно-морского флота современными образцами вооружения и техники доведена до 47%. В воздушно-десантных войсках сформированы 3 разведывательных батальона и 6 танковых рот, по 2 роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Поставлено 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин. Уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения составляет 47%. Новое развитие получила техническая основа системы управления. В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи, что на 6% больше, чем в 2015 году. В результате оснащенность вооруженных сил современной техникой связи доведена до 49%. На особом контроле Министерства обороны стоят проблемные вопросы по недопоставленным в войска вооружения и техники. В текущем году это 49 единиц основных образцов. Ваше решение, Владимир Владимирович, принятые на совещаниях в Сочи, повлияли на изменение ситуации и позволили выйти на установленные показатели государственного оборонного заказа 2016 года. В результате оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой в
частях постоянной готовности доведена до 58,3%, а исправность до 94%. Этому способствовала также созданная по вашему поручению система контроля за использованием средств гособоронзаказа. Ее введение концептуально изменило информированность Министерства обороны как государственного заказчика. Сегодня, получая данные от уполномоченных банков в режиме реального времени, мы видим, как расходуется каждый бюджетный рубль по всей цепочке кооперации. Образно говоря, с введением этой системы мы стали зрячими, что позволило нам в этом году проводить более эффективную авансовую политику, перейдя на поквартальное авансирование исполнения гособоронзаказа в соответствии с производственно-технологическим циклом. И как следствие снизить риски переавансирования промышленности и сократить просроченную дебиторскую задолженность в 3 раза с 363 миллиардов рублей на начало года до 120 на текущий период. Благодаря введению законом о гособоронзаказе ряда запретительных мер уполномоченными банками предотвращено списание денежных средств в размере 63 миллиардов рублей на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа. 162 образца современного и модернизированного вооружения опробированы в ходе боевых действий в Сирии и показали высокую эффективность. В их числе новейшие авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н и К-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты морского базирования, впервые применявшиеся в боевых условиях. Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения. В результате мы значительно повысили качество техники, что гарантирует надежность ее применения в бою. Основные задачи, поставленные вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия воздушно-космических сил России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране. Разгромлены крупные бандформирования в районах Хама и Хомса. Боевики выбиты из Латакии, из территории южнее и севернее Дамаска. Разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятен, имеющие ключевые значения. Всего от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов. При этом ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира. В бандформировании изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 ракетных систем залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия. Специалистами Международного противоминного центра вооруженных сил очищено и обезврежено 26 853 взрывоопасных предмета на 1420 гектарах. Только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных веществ. К российским поставкам гуманитарной помощи в Сирию подключились Организация Объединенных Наций, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай, Казахстан. Только в осажденный Дейр-эз-Зор, в том числе по линии ООН, парашютным способом с использованием российских платформ доставлено порядка 2500 тонн гуманитарных грузов. В целом проведенная операция позволила решить ряд геополитических задач. Нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии. Остановлено их распространение в регионе. Нарушена финансовая подпитка бандформирований и система их ресурсного обеспечения. Предотвращен распад сирийского государства. Прервана цепь цветных революций, тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке.
Запущен процесс политического регулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пункта с общим населением около 3 миллионов человек. 108 тысяч беженцев вернулись в свои селения. 9 тысяч боевиков сложили оружие. В настоящее время в Сирии полноценно функционирует авиационная группа воздушно-космических сил России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе, на которых возведена современная военная и социальная инфраструктура. Подписаны международные соглашения, создавшие юридическую основу для долговременной эксплуатации данных объектов. Для руководства нашими действиями в Сирии с использованием новейших технических средств развернута многоуровневая система управления. Мы постоянно контролируем ситуацию на земле и в воздухе, имеем точные данные о местонахождении боевиков и их объектов. С учетом сирийского опыта был доработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиром и штабом. Работа Национального центра управления обороной выведена на новый качественный уровень. Круглосуточно осуществляется мониторинг и координация 6,5 тысяч мероприятий плана деятельности вооруженных сил. В 3 раза повышена оперативность принятия решений по критически важным вопросам. Улучшены характеристики систем обработки данных. Для сравнения, в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и в 3 раза по вычислительной мощности наш национальный центр превосходит Объединенный центр управления вооруженными силами Франции «Балар». При этом комплекс зданий Министерства обороны построен в 3 раза быстрее и в 2,6 раза дешевле, чем французский центр управления. Информационная платформа Национального центра позволила объединить в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Впервые создано единое защищенное информационное пространство на федеральном, региональном и местном уровнях. Вооруженные силы успешно решают задачи по обеспечению военного присутствия в стратегически важных районах мира. Самолетами дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океана, а также в арктическую зону. Выросла интенсивность походов кораблей и судов военно-морского флота России. Всего выполнен 121 поход в арктическую зону, центральную и северную Атлантику, бассейн Карибского моря. Обеспечено регулярное несение боевой службы в пиратоопасных районах Аденского залива. В течение 4 лет силы оперативного командования в дальней морской зоне решают задачи по защите национальных интересов России, ее союзников в Средиземноморском регионе. В среднем это до 15 надводных кораблей и судов различных классов. Наши корабли принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане. Повышению уровня подготовки личного состава и слаженности соединений вооруженных сил способствовали 5 внезапных комплексных проверок боевой готовности. В них приняли участие все военные округа, виды и рода войск вооруженных сил при активном участии федеральных органов власти и администрации субъектов Российской Федерации. В результате достигнута готовность войск к получению в военное время ресурсов из экономического комплекса страны и выполнению задач в тесном межведомственном взаимодействии. Наиболее масштабным мероприятием оперативной подготовки этого года стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016». В ходе него проведены перегруппировки воинских частей 4 армий на расстояние до 2500 километров. Осуществлено полное развертывание систем управления объединений на новом театре военных действий. В итоге подтверждена способность органов военного управления эффективно руководить созданными группировками войск при возникновении угроз национальной безопасности
на юге России. В этом году увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Всего проведено 3630 учений, из них 1250 межвидовых. Напряженная боевая учеба, армейские международные игры и полученный боевой опыт в Сирии позволили повысить уровень полевой выучки войск. В результате на 21% увеличен показатель годового налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,7 раза. При этом на 27% увеличилось количество подготовленных однородных тактических групп корабельных соединений. Рост количества прыжков в воздушно-десантных войсках составил 5%. При проведении занятий и учений ежедневно используется 130 полигонов, загруженность которых составляет от 89 до 98%. В этом году к их числу добавился полигон Апук в Крыму, позволяющий проводить двусторонние учения с межвидовыми группировками. Соревнования в рамках армейских международных игр расширены до 23 военных специальностей. Всего в них приняли участие 82 тысячи военнослужащих, в том числе 3,5 тысячи из других стран. Игры посетили 3000 иностранных представителей, в том числе 24 группы наблюдателей из 13 иностранных государств, в количестве зрителей 350 тысяч человек. В рамках подготовки к играм модернизированы 114 полигонов, на которых дополнительно построено 308 объектов, они активно задействованы в плановых мероприятиях боевой подготовки войск. В следующем году половина соревнований пройдет в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае. Повышению профессионализма военнослужащих способствовало дальнейшее развитие системы военного образования. В этом году преподавательские кадры вузов Министерства обороны укреплены офицерами с боевым опытом. С 1 сентября подготовка слушателей и курсантов переведена на обучение по единым электронным учебникам. Все вузы Министерства обороны подключены к основным электронным ресурсам страны. Продолжает расширяться сеть довузовских учебных заведений. Открыто Тульское Суворовское военное училище, создана вертикаль управления Нахимовского военно-морского училища, в которое вошли реорганизованные в его филиалы Севастопольское и Владивостокское президентские кадетские училища. В следующем году данная система пополнится филиалом в городе Мурманске. Будет также открыто Петрозаводское президентское кадетское училище. При поддержке Министерства обороны России создано Всероссийское военно-патриотическое общество, общественное движение «Юнармия». Сегодня движение охватило практически все субъекты Российской Федерации, набирает силу его популярность в молодежной среде. Приоритетом года было решение вопросов социальной защищенности военнослужащих. С начала этого года мы перешли на плановый режим обеспечения постоянным жильем. Выдерживаются высокие темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. В этом году квартиры получили 28 500 человек. Дополнительно в специализированный жилищный фонд Министерства обороны включено 12 100 жилых помещений. С учетом принятых решений по увеличению размера компенсации за поднаем до реального уровня проблема служебного жилья решена. Продолжается развитие накопительной ипотечной системы. В этом году ее участниками стало 21 тысяча военнослужащих. Средняя площадь купленных квартир составляет 60 квадратных метров, что на 20% выше прогнозируемого показателя. В этом году существенно повышены доступность и качество оказания медицинской помощи. Оснащение военно-медицинских организаций и подразделений современным медицинским оборудованием позволило оказывать 83 вида высокотехнологичной медицинской помощи и выполнять уникальные операции в ведущих медицинских клиниках Министерства обороны. На 22% снижена заболеваемость среди военнослужащих пневмонией и на 20% заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возросшие возможности санаторно-курортных организаций обеспечили повышение в 3 раза числа военнослужащих, прошедших
медико-психологическую реабилитацию практически всех, кто в ней нуждается. В следующем году разрешите пригласить вас, Владимир Владимирович, на открытие многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. По своим возможностям и оснащению она станет самой уникальной в стране. Ее ввод восстановит историческую и профессиональную значимость академии, позволит выйти на новый уровень в сфере образования и медицины. Принимаемые меры в развитии военно-строительного комплекса позволили добиться синхронизации создания инфраструктуры со сроками поступающие войска, вооружения и военной техники. На сегодня общая потребность вооруженных сил в объектах инфраструктуры с учетом изношенности фондов составляет 30 миллионов квадратных метров. В этом году построено 2550 зданий и сооружений общей площадью 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров, что на 18% превышает показатели прошлого года. Набранные темпы строительства превышают более чем в 10 раз период 10-12 годов, когда было введено только 210 объектов. Применение современных быстровозводимых технологий в 2 раза позволило сократить сроки возведения укрытий для техники и объектов казарменно-жилищного фонда и добиться стоимости строительства 1 квадратного метра объектов Министерства обороны, не превышающей 30 тысяч рублей, что ниже, чем в целом по стране. Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращение дебиторской задолженности и устроение сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав вооруженных сил включается 8 федеральных государственных гуманитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны. Это исключает промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, обеспечит выполнение работ преимущественно силами наших предприятий и сокращение численности управленческого персонала в 2 раза. В этом году Министерство обороны получило серьезные результаты от реализации программы «Эффективная армия». В ее рамках внедряется автоматизированная система учета персональных данных военнослужащих с использованием электронной карт паспорт. Ими обеспечены все 275 тысяч призывников, направленных в вооруженные силы. Система охватывает весь цикл от первоначальной постановки гражданина на военный учет, призыва на военную службу, ее прохождения и на период пребывания в запасе. В следующем году электронные карты паспорт интегрируются в действующую систему контроля и управления доступом и заказа питания военнослужащих. Это позволит эффективно планировать расходы в звене воинская часть, армия, округ. Система контроля питания установлена в 729 столовых и уже сэкономила 700 миллионов рублей. Установка на объектах Министерства обороны 118 тысяч приборов учета коммунальных ресурсов принесла снижение расходов на 3,5 миллиарда рублей. Перевод 28 котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ снизили затраты на выработку тепловой энергии на 108 миллионов рублей. После переоборудования к 2020 году 410 котельных ежегодные затраты сократятся в 2 раза, а общий экономический эффект составит 3 миллиарда 700 миллионов рублей. С возвращением в 2013 году войсковых ремонтно-восстановительных органов затраты на сервисное обслуживание техники силами сторонних организаций снизились в 4 раза. Ремонтные роты силами штатных ремонтных органов, ремонтные работы силами штатных ремонтных органов ежегодно будут экономить 1 400 миллионов рублей бюджетных средств. В этом году на 16 арсеналах развернуты цеха по ремонту боеприпасов собственными силами. Подобного ремонта не проводилось 15 лет. В результате за год возвращено более 1 миллиона боеприпасов, закупка которых обошлась бы бюджету в 69 миллиардов рублей. Работы по продлению сроков сохранности боеприпасов сэкономили еще
более 1 миллиарда рублей. В текущем году закуплено и поставлено на арсеналы порядка 60 тысяч единиц современной укупорки из полимерных материалов. С учетом ее увеличенного срока службы, экономия на содержание ракет и боеприпасов 2020 года составит 900 миллионов рублей в год. Инженерные войска в рамках обучения саперов провели тактико-специальное учение по обрушению 785 списанных зданий на 54 объектах Министерства обороны, что сэкономило 8 миллиардов рублей. Ранее такие работы выполнялись по тендеру сторонними организациями. Министерство обороны совместно с российскими топливными компаниями введено в строй 8, завершается строительство 4, а в 2017 году с опережением на 3 года будет построено еще 11 современных топливозаправочных комплексов. Общий объем инвестиций со стороны нефтяных компаний на все 23 комплекса составит 18 миллиардов рублей, уже проинвестировано 12. На базе парка Патриот в 2016 году Министерством обороны проведено 14 мероприятий конгрессо-выставочной деятельности. Наиболее значимым из них стал Международный военно-технический форум «Армия-2016» с участием делегаций из 70 стран и более 1000 предприятий. Форум развеял миф о международной изоляции России и продемонстрировал мощь российского оружия. Министерство обороны комплексно развиваются арктические территории. Завершены работы на Новосибирских островах, архипелагах Земля Франца Иосифа и Новая Земля. Продолжается возведение технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на островах Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта. Завершена экологическая очистка Арктики в районе аэродрома Алыкель. На архипелаге Новая Земля, островах Котельной и Врангеля всего очищено 165 гектаров территории, вывезено 6,5 тысяч тонн металлолома. Железнодорожные войска продолжают строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины. Земляное полотно дороги готово. Объем работ составит 9 миллионов кубических метров. Уложено 23 километра железнодорожного полотна из 84. Завершить строительство планируется до сентября 2017 года. Мероприятия военного сотрудничества в этом году охватывали 80 стран. Приоритеты отданы наращиванию военного взаимодействия с партнерами по ОДКБ, СНГ и ШОС. Подписано 8 международных договоров в различных областях взаимодействия с государственными участниками СНГ. Активно развивалось военное военно-техническое сотрудничество с азиатскими странами. При этом особое внимание уделялось традиционно стратегическим партнерам Китаю и Индии. Впервые проведена встреча министров обороны России и стран-членов АСЕАН, которая заложила базу для наращивания взаимодействия со странами региона. В апреле состоялась юбилейная 5-я Московская конференция по международной безопасности с участием более 700 гостей из 83 государств. Форум стал авторитетной площадкой для поиска путей обеспечения глобальной и региональной безопасности. Продолжено обеспечение функционирования российских военных баз и объектов в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Сирии, Таджикистане и Южной Осетии. Проведены 24 межгосударственных учения различного уровня. Наиболее значимыми из них стали «Нерушимое братство», «Морское взаимодействие», «Индра» и «Селинга». Товарищ Верховный Главнокомандующий, в целом в 2016 году вооруженные силы обеспечили рост боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Отмечается качественный и количественный рост основных показателей по сравнению с 2015 годом. По результатам выполнения государственного оборонного заказа прирост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5%. В итоге оснащенность частей постоянной готовности вооруженных сил современными образцами доведена до 58,3%. На 5% возросла исправность вооружения и техники, достигнут ее уровень 94%. С начала года количество военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту на должностях солдат и сержантов увеличилось на 32 тысячи человек. Количество случаев неуставных взаимоотношений в этом году снизилось на 34%. Решена многолетняя проблема по военнослужащим, состоящим в распоряжении. В текущем году их количество составило 2000 человек на все вооруженные силы. Еще 3 года назад их было 49 тысяч, на содержание которых тратилось 32 миллиарда рублей ежегодно. Эффективность работы военно-строительного комплекса по объему вновь вводимых основных фондов возросло на 40% относительно 2015 года, а в сравнении с 2012 годом в 5 раз. Общая годовая сумма введенных фондов составила 115 миллиардов рублей. В 2017 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлениях, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий Гособоронзаказа 2017 года и выйти на оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности более 60%. По стратегическим ядерным силам поставить на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения 3 ракетных полка, оснащенных современными ракетными комплексами. Ввести в боевой состав 5 модернизированных авиационных комплексов стратегической авиации. По силам общего назначения поставить в сухопутные войска 2 бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М», а также перевооружить 3 дивизиона войсковой ПВО на зенитно-ракетные комплексы ТУР-М2. Обеспечить поставку 905 современных танков и боевых бронированных машин. Принять воздушно-космические силы и авиацию военно-морского флота 170 новых и модернизированных летательных аппаратов. Перевооружить 4 зенитно-ракетных полка на зенитно-ракетную систему С-400. В боевой состав военно-морского флота ввести 8 надводных кораблей и 9 боевых катеров. В береговые войска поставить 4 ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». Обеспечить прием в эксплуатацию и постановку на боевое дежурство 3 радиолокационных станций высокой заводской готовности в Енисейске, Орске и Барнауле. Осуществить запуск 2-го космического аппарата единой космической системы. Активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи. С этой целью в 2017 году провести слет Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Продолжить совершенствование системы базирования вооруженных сил. Ввести в эксплуатацию 2290 зданий и сооружений. Завершить до начала формирования бюджета 2018 года работу по определению базовых показателей расходов Министерства обороны на основе нормативного метода. Данный метод применять в рамках проекта госпрограммы обеспечения обороноспособности страны. Товарищ Верховный Главнокомандующий, пути решения выявленных в ходе работы проблемных вопросов учтены в планах деятельности Министерства обороны на 2017 год. Более подробно обсудим их в ходе закрытой части коллегии.